Ленинград выстоял суровую блокадную зиму. Весенние воды уносили лед и снег этой страшной зимы. По тающей ледовой дороге страна продолжала посылать городу хлеб и оружие. Блокада еще не прорвана. Вражеские снаряды разрушают дома, а город живет. Люди еще слабы, измучены голодом, но к оземлению мира они по-прежнему трудятся. А труд — это жизнь, и город живет. Ленинград готовился побеждать. Больно ему? Его мучат ожоги. А рука? Пока его мучат ожоги. А руку вы? Нет. Пока еще нет. Доктор, а что если риск? Идите. Сейчас мы его вынесем. А рука перебита в 4 местах. Беда. Такой летчик. Доктор не тронул руку. Но если его не успеют довести, у него будет гангрена. Да что мы с вами понимаем в этом, майор? Я предпочел бы, чтобы меня прикончили сразу, чем резали по частям. Да и вы, наверное, тоже. Пишите мне, Коля. А чемодан я ваш приберегу до вашего возвращения в полк. Если придет письмо. Я перешлю. И ей напишу, и вам перешлю. Все сделаем. Не беспокойтесь. Ждем вас. Пишите. Последнего проводили. Нет больше рассохинцев, нет второй эскадрильи. А вы, Константин Игнатьевич? Один летчик маловато для эскадрильи. Летчики будут, майор. Завтра выезжаем принимать пополнение.
Товарищ классный майор, во время моего дежурства никаких происшествий. Сколько ж вам лет? Старший сержант Рябушкин. С 1 марта 21 пошел. До войны в средней школе учились? Так точно. А вам сколько? Сержант Татаренко. Мне тоже 21. До войны работал в шахте, но всю жизнь мечтал стать летчиком. В нашем роду никто по земле ходить не хочет. Мы либо под землю, либо в небо. Встаньте в строй. Кузнецов? Как вы сюда попали? На войну, товарищ полковой комиссар, по мобилизации. Не на войну, а в команду аэродромного обслуживания. Вы что ж, выбыли из училища? Почему? По пьянке. Так точно. Исключили за пьянство. А летать не разучились? Не знаю, с тех пор не пробовал. А хотели бы попробовать? Я помню, как вы летали. И как стреляли по конусу, помню. Из вас получится летчик-истребитель, как вы думаете? Не знаю. А я знаю. Было бы желание. Желание есть, товарищ полковой комиссар. Пойдемте. Для знакомства у нас времени нет. Познакомимся в бою. А чехарду придется отменить. Вот вам, товарищ майор, летчик Кузнецов. Попробуйте его. Становитесь в строй. Есть. Товарищ старший лейтенант, приступайте к полетам. Первым вылетает Остросаблин и Татаренко. Самолетом. Т-31. Я динамик. Выдерживайте место в строю. Не прижимайтесь к ведущему. Понял, вас понял.
какого прибыл? С ленинградского летчика. Как там в Питере? А хлеба добавили? Ленинградец. А Исаки? Что Исаки? Говорят, собор разбили. На этой земле лет 200 ничего не росло. Девочки, надо в укрытие. Это далеко бьют. На Васильевском. А где Нюра? Неужели трамвай? Девочки, трамвай. Трамвай. Ну, зачем пришел? Тебя искал. В 16:00 я улетаю. Ну что ты на меня так смотришь? Ты что, решил все-таки? Решил. Уваров берет меня с собой.
Никуда ты не поедешь. Не поеду, а полечу. Что тебе папа в письме писал? Чтобы ты без моего разрешения ничего не смел делать. Папа писал, чтобы ты с дома малютки поехала. И Антонина Трофимовна велела. А ты поехала? Поехала, да? Это не твое дело. Ну, это тоже не твое дело. Соня. Соня. Знаешь, как там кормят? Мне же нужно собрать тебе вещи. Я сейчас не могу отсюда уйти. Я уже все взял. Я пошел, а? Подожди. Меня же ждут, Увара сказал к 4. Ой, подожди. Слава, сейчас опасно. Это не опасная сторона. Слава! Слава! Пополнение все прибывает. Здравствуйте. Ты смотри, как вырос, скоро моих парней догонишь. Уже догнал, кстати, нагнать. У Славы сегодня боевое крещение. Испугался? Нет. А чё ж спрятался, когда мессер набрали? А у меня шнурок на ботинке развязался. Ну хорошо, поначалу поступишь в команду вещевого склада. Товарищ старший сержант. Зачислить на довольствие, накормить и выдать полное обмундирование. Есть, товарищ майор. Приму ваше распоряжение. Идем, идем. Ну как, ребят, товарищ майор? Да всего в учебе не заметишь. Проверим в бою. Мы ведь только сегодня прибыли. Бой – это тактика, а тактика – наука. Воздушный бой надо вести на научной основе. Я знаю, чего вы усмехаетесь, Кузнецов. Вы думаете про меня, что вот он рассуждает о тактике, и неизвестно еще, как он будет себя вести под огнем. Ведь так? Вы это подумайте. Воздушный бой надо вести на научной основе.
По-твоему, значит, и Рассохин строил свои бои на научных основах? Безусловно. Нет. Я думаю, у него были другие основы. Какие же? Вдохновение. Здрасте. Здравствуйте. Спасибо. Ну, Илья, вторая порция тебя обеспечит. Кукла! Настоящая кукла! Ты как раз прозмешал. Даже коротковато, по-моему. Давай. Вот хорошо. Ой, моряк! Настоящий моряк! Седьмой, вернитесь! Седьмой! Немедленно выйти из боя и пристроиться ко мне! Седьмой! На научных основах. Жми смелее, не трусь, чтобы тут вот только было одно желание — победить. Он вцепился мне в хвост и не отпускает. Я левый разворот, потом правый и вниз, вниз, к лесу. Прижимаю, а он к лесу идти не хочет, он боится. Ходи. Он вверх, а я ему только в брюхо. Та-т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 а. Пошел считать сосны. Вы вели себя позорно, гвардии сержант Татаренко. Вы, мой ведомый, бросили меня в бою. Более позорного поступка летчик совершить не может. Вы недостойны называться рассохинцем. Товарищ майор, я... Если это повторится, вы будете отстранены от полетов.
Aber natürlich ist das ja das Hauptwichtigste. Das weiß ich ja leider nicht. Weil nach 3 Tagen wurde ich der Kirche gebracht. Und die hat auch nicht mehr bekommen. Was ist hier passiert ist, weiß ja gar nicht. Ja, ist aber jetzt nicht. Gut, also auf die Welt. Меня подожгли через минуту после вас. Еще раньше, чем вы выпрыгнули. Видели? Видел. Вы что, не могли дальше тянуть? Тянуть? Сильно уж припекало. Еще секунд 10 мог бы. Через фронт перетянули бы. Мне не хотелось от вас отрываться. Товарищ гвардии-майор, а вы не ранены? Нет, так ушибся. А где наши? Где-то там. А тут немецкий блиндаж. Метров 300 отсюда я видел. А здесь ничья земля. Болото. Кто идет? Свои. Свои. Куда же вы ползете, подорветесь? Вы же на минное поле лезете. Свои. 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 Те, что справа у нас, под Синявиным, те дерутся. У нас тихо. Полеживаем, постреливаем. А давно вы в болотах? Давно. Да почитай уж год. Что, мокро, да? Ничего, медсанбат у нас по суше. Там и спирту поднесут. Нет, нет. Только в полк. Не оставляйте меня здесь. Я вполне могу терпеть, только в полк. Полк. Делайте со мной все, что хотите, только оставьте в полку. Отправлять? Чем? Все кости целы. У вас просто вывих. Держите его. Илья. Здесь держите. Крепче. Так, минуточку. Ну уже! Сержант Татаренко, вы трусите как баба. Уходите! Вы мне не нужны. Маша! Всех прошу удалиться. Сколько раз еще повторять?
Маша, давящую повязку и переложить его на койку. Помогите ей. Татаренко, вам бы тоже надо на коечку. Доктор, как майор? Через недельку наведет у вас порядок. Я слышал, всем вам младших лейтенантов присвоили. Надо бы вспрыснуть. Кузнецов, нет того, чтобы зайти вечерком к полковому врачу, да поклониться ему, да раздавить с ним вместе по баночке. Говорят, вы пьете спирт, не разбавляя. Правильно. Зачем добро портить? Доктор, на минутку. Слушаю вас. Товарищ военврач. Товарищ военврач. Как Лунин? Можно к нему? Пожалуйста, товарищ полковой комиссар. Ничего серьезного. Письмо майору от Серова? От Серова. А. Вы, доктор, осторожнее шутите. Для Кузнецова это не шутки. Я слышал, как вы его обидели. Не знал я, что он припадочный. Я с ним помирюсь. Я с ним еще сегодня помирюсь. В общем, почти здоров. Но осталась одна пустяковина, которая пока задерживает. Мы с вами оба бабали, и вы должны понять, что полк для меня единственный дом родной. Если есть на мое имя письмо, перешлите. Все ждет и надеется. А ведь она в Краснокамске со школой. Так директор ответил на мой запрос. Выходит, она не захотела ответить Серову. Не надо писать ему об этом. А ей? А ей сообщите без всяких чувств и как можно суше. Летчик Николай Серов находится в Барнауле, в таком-то госпитале. Вот и все. А там пусть она сама поступит, как ей совесть позволит. Мои? Первый раз они идут сами. Волнуетесь? Кто повел эскадрилью? Кузнецов. Поверили вы в него? Хороший летчик. Это вы первый в него поверили. Не хочет она отвечать Серову. Наши войска перешли в контрнаступление северо-западнее и южнее Сталинграда. И через 3 дня, соединившись в районе Калача, полностью окружили группировку войск фельдмаршала Паулюса. Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом продолжается. Ну, братцы, началось. Теперь и под Ленинградом стукнут. Опять вы здесь, товарищ Каравай. Идите в свою палату. Идите, там письмо вам. Спасибо. Головин. Канунников. А вам пишут, товарищ майор. Кузяк. Дорохин.
Здравствуйте, дети. Садитесь, садитесь. Кто приготовил устное чтение? Коренев. Люблю тебя, Петра, творенье, люблю твой строгий стройный вид, невыдержавное теченье, береговой ее гранит. Не торопись, Саша. Твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. И не пускает тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую, спешит до ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой, недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой, шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней, однообразную красивость. В их стройно-зыблемом строю лоскутья сих знамен победных, сияние шапок этих медных, насквозь простреленных в бою.
это? Скажите, что это? Это начало. Прошу партийную организацию принять меня в члены ВКПБ, так как я хочу драться с фашистами, находясь в рядах большевистской партии. Я буду сражаться до последней капли крови за освобождение советской земли. Кузнецов Антон Иванович. У кого будут вопросы? Пусть расскажет биографию. Родился в 1915 году. Вот. Разрешите? Мы хорошо знаем Кузнецова. Воевал на наших глазах. На его счету 19 сбитых самолетов. А с самолетом... Больше вопросов нет? Тогда голосую. Кто за то, чтобы принять Кузнецова? Собрание считай закрытым. Здравствуйте, товарищ майор. Я корреспондент «Красной звезды». Хочу написать очерк о лучшем летчике. В вашей эскадрилье Илья Татаренко. Моей. Очень хороший летчик. Только, я думаю, не следует писать об одном. Отлично сражаются и другие летчики. Кузнецов, например. У Татаренко больше сбитых самолетов? У Кузнецова могло быть не меньше, но его часто посылают в разведку. Он лучший разведчик в дивизии. Квадрат 24. Батарея на берегу ручья. У двухэтажного дома. У двухэтажного дома. Прием. Прием. Понято. Батарея на берегу ручья у двухэтажного дома. Прием. Ясно. Там зенитки с ума сходят. Бьют как бешеные. Самое пекло. В квадрате 4. Продвижение мотопехоты. В квадрате 4. Танки до 10 единиц восточнее школы 200 метров. Как поняли? Прием. Прием. Запросите, как там зенитки в его районе. Шестой, как зенитки. Шестой, как зенитки. Прием. Вижу две бронемашины южнее развилки. Южнее развилки. Вас поняли. Как зенитки в вашем районе. Как зенитки в вашем районе. Прием. Нормально. Севернее школы скопления автомашин. Севернее школы скопления автомашин. Нормально. Раз он говорит нормально, значит бьют по нему вовсю. Квадрат 5. Квадрат 5. Очень крупная батарея ведет огонь в направлении... Кузнецов!
Кузнецов, отвечайте. 6-й, отвечайте. Прием. 2 батареи за станцией водокачки ведут огонь. Огонь! Сволочи! Антон! Антон! Соединитесь со штабом фронта. Есть. Боря! Боря! Я передам сам. Первый просит телефона. Товарищ полковник, генерал на проводе. Говорит 17-й. Говорит 17-й. Передаю данные воздушной разведки по квадратам 2, 4, 5. Данные точные. Их сообщил гвардии младший лейтенант Кузнецов. И покрепче, покрепче. Летчик Кузнецов погиб в разведке, товарищ генерал. Покрепче. От Советского информбюро. Последний час. На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград. Наступление наших войск происходило с двух сторон. С западного берега реки Невы, юго-западнее Шлиссельбурга, и с востока, из района южнее Ладожского озера. Прорвав долговременную укрепленную полосу противника глубиной до 14 километров и форсировав реку Нева, наши войска в течение 7 дней напряженных боев, преодолевая исключительно упорное сопротивление противника, заняли город Шлиссельбург, крупные укрепленные пункты Марьино, Московская Дубровка, станции Синявино и Подгорная. Таким образом, после 7-дневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. Слава! Нам сюда. Видишь, как мы теперь близко от города. Села на трамвай и приехала. Ой, Славка, знаешь что? Давай посидим где-нибудь вдвоем, а? Ты меня никому не показывай. Ну вот еще. Я уже всех предупредил. Первомайский вечер. Всем летчикам разрешили пригласить девушек. И я пригласил тебя. Знаешь, Сонька, я сюда летел через озеро на Дугласе. Обожаю летать.
звонит в душе моей, в душе моей. И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй мечтой любви, мечтой прекрасной. Это наш Хромых, познакомься. Это моя сестра. Вижу, вижу. Та самая, про которую я говорил. Вижу. Идите в столовую, там концерт, сейчас танцы начинаются. Мы сейчас. Я должен ей все показать. Ну. Это летчик? Хромых? Нет, это вестовой. Замечательный дядька. Он еще у Рассохина вестовым был. Это он вас здесь все убирает? Нет, он только лестницу и столовую подметает, а мы каждый сам. Я тоже сам покрываю койку, сам убираю. Ну, это очень хорошо, если только ты не врешь. Здесь они спят, да? Конечно. А где же? Антон Кузнецов, герой Советского Союза. Ты мне его покажешь? Нет. Почему? Потому что ему героя после смерти присвоили. Это называется присвоено посмертно. Это наш Татаренко Ильюша. Да вон он с гитарой. Наверное, все в нее влюблены. Никто в нее не влюблен. Она сама по Ильюше Татаренко сохнет. Вон, смотри, у стенки с ребятами стоит. Ты мне показываешь. А он как? Он любит ее? Не смотрит. Ты плохо с его стороны. Она красавица. Должен ее полюбить. Здравствуйте, Соня. Товарищ гвардии майор, это моя сестра. Знаю, догадался, мы уже познакомились. Слушай, Славка, познакомься с сестрой.
Славка. Познакомлю. Дивись, она занята. А знаете, я вас совсем себе не таким представляла. Каким же? Я думала, вы вроде Славки. Он часто о вас говорил, как о своем приятеле. Это верно, мы с ним приятели. До свидания. Так можно убиться. Я еще раз хотел сказать до свидания. Не смейте прыгать. Как я испугалась. У меня ведь нет ночного пропуска. Так уже светло. О, мне пора. Я еще никогда не видела наш город таким. А я его вообще не видел. Только сверху. Пришли? Пришли.
До свидания. Еще раз. Еще раз. А вы найдете дорогу? Вам до конечной остановки. Доберусь. Покановцы. Пошли штурмовать батареи в Стреле. А мы с вами еще увидимся? А вы этого хотите? А вы? Ясно хочу. Только когда? Полетов много. До свидания. Уже светает. А спать совсем не хочется. И мне не хочется. Угу. До свидания. Я сейчас тебе приду. Буду я тебя дожидаться. Мне некогда. Он велел сказать, что будет ждать тебя вечером на кольце девятки. Замолчи, пожалуйста, замолчи, ну. В город его не пустили, а до остановки он добежит. Ага, покраснела, покраснела. Вовсе не краснею. От чего мне краснеть? Все знают, все говорят. Что говорят? Что ты влюблена в Татаринска и отбиваешь его у Зины. Замолчи! Неправда! Нет, правда! Правда, правда! Так приедешь! Не придет! Я уж на третий круг пошла, а вы все стоите. А где здесь школа? Маша! Калитка там. Я изменилась. Как вы жили? Разве я жила? Я ждала. Я столько ждала.
меня в 41-м столько. Со мной в госпитале летчик лежал. Говорит, самолетов теперь тоже хватает. И все новые. Мне бы только в свой полк попасть. А нога? Вы ведь еще хромаете. Это я на земле хромаю. Ленинград. Вот куда вы меня привели. Так надо же где-то подождать. Генерал вызвал нас к 7. Я приду прямо к штабу, товарищ майор. Я не пойду. Почему? Ну, словом, не пойду и все. Ну, хорошо. Я поднимусь к ней, а вы подождите меня во дворе. Слава просил, надо же посылку передать. У нее на дворе не хотелось бы, товарищ майор. Ну, подождите меня на улице. Есть подождать на улице? Как там ваши летчики поживают? Константин Игнатьевич. Да? Правда, Хильда удивительно красива. Правда. Мы к ней привыкли и не замечаем, а она на редкость красивая девушка. Один только недостаток. Слишком неподвижное лицо. Я не могу понять, умна ли она. Она умна сердцем. Нет, он обязан любить ее и не смеет ее мучить. И вы, как его командир, должны сказать ему об этом. Кому? Вашему Татаренко. Да при чем тут Татаренко? И от кого это вы наслушались? Вот уж кто-кто, а Татаренко к Хильде не имеет никакого отношения. Я его очень давно не видела. Он здесь, внизу, на набережной. Ой, Не захотел подняться. не захотел? Почему? Боится. Боится? Боится, что вы ему будете не рады. Товарищ генерал, разрешите 2 минутки? Мне только попрощаться. Попрощаться?
2 минутки вам дается. Соня, вы мне будете писать? А куда? Я сообщу. Соня, мы летим на запад. Наши бомбардировщики уже летают на Берлин. Я напишу. До свидания. До свидания. Соня, поздравьте меня. Я назначен командиром эскадрильи. А Константин Игнатьевич – командир полка. Я командир 2-й эскадрильи, Рассохинской.